Всем привет, меня зовут Веруша, я вернулась с отдыха, я очень здорово отдохнула, и давайте скорее приступать снова к обсуждению отношений мужчины и женщины. И я на отдыхе обращала внимание на пары, молодые или чуть-чуть постарше, с ребенком или без. И в связи с этим у меня возникло два вопроса. Ну, во-первых, я там видела картины такие умилительные, как мужчина очень трепетно, видно, к желанному, очень ребенку относится. И вот в связи с этим вопрос. Ну, во-первых, весь отель, в котором я была, он был заполнен парами, то есть семьей или просто пары, но вот одна только женщина была, которая приехала одна, все. И поэтому у меня сразу возник вопрос, а как тогда сейчас пары создаются, если мужчины отказываются там подходить, знакомиться, вообще создавать отношения? И второй вопрос, который у меня возник, ну неужели вот совсем вам, мужчины, не хочется вот этой вот картины, когда вот я ездила там в парк, и вот семья, вот все они счастливы в этом парке, здорово проводили время, ну как-то вот ощущение такой радости и счастья было. То есть вот вам совсем не хочется ни отношений, ни любимой женщины рядом. Вот сейчас такая модная тенденция говорить, что мне здорово одному. От чего это идет? Ну, конечно, в первую очередь от того, что сейчас и можно все легкие такие отношения, быстренько, не отношения, а легкую встречу приобрести очень легко. И я хотела сегодня так вот на глубину немножко упасть и порассуждать. Вот нас, конечно, отдаляют друг от друга и семимильными шагами. Вот я, например, прилетела и была на паспортном контроле. Уже, ну, чуть меньше там половины, да, уже нету людей. То есть электронные вот эти вот паспорта, когда ты просто прикладываешь, то есть людей уже нету. Кассы вы все сами можете наблюдать. В магазин приходишь, половина касс уже не работают, ну, в каких-то магазинах, да, то есть вот у меня создается такое впечатление, как будто вот скоро в такой игре будешь, вот как раньше я там в компьютерную игру играла, когда там просто бегаешь по городу, монетки собираешь, а людей на каком-то там определенном пути, на каком-то уровне встретить может вообще ни одного человека ты не встретишь. То есть вот эта вот изоляция друг от друга, она, конечно, сейчас внедряется в жизнь и в общество людей. И здесь, конечно, все начиналось с телефонов, вроде как это такое удобная такая штучка, да, и приложение там очень удобное, и все супер, вроде как все сделано для человека. Но это вещь, которая очень сильно разъединяет, и мне кажется, вот все началось вот с этого. Сейчас какая-то модернизация техники очень много. Понятно, что это все создано там для бизнеса, да, какую-то штучку там прикрепили еще или что-то улучшили и продают это дороже, да, это понятно. Но есть технологии, которых вот людей вообще не спрашивают, нужно это, не нужно, это просто делают, и в этом есть определенный, конечно, у каждого есть определенный смысл какого-то действия. Например, взять фильмы, которые раньше снимались, это были очень добрые фильмы со смыслом, как правило, фильмы, которые, ну, каким-то образом могли сделать лучше человека, да, то есть ты после фильма еще мог подумать, что-то такое положительное вносилось. Сейчас фильмы очень изменились, сейчас совершенно другая повестка в фильме, да, за каждым фильмом стоит какой-то определенный смысл и месседж человеку. И в связи с этим есть тоже какой-то... У меня просто вот создается впечатление, что мы все идем по какому-то плану, да, который вот кто-то придумал, и вот по этому направлению мы и движемся. То есть это какое направление? Это именно вот изоляция друг от друга, да, то есть сидеть дома, где-то в своем таком мире пребывать, все больше и больше вот по комментариям, в общении я могу понять, что людям действительно сейчас сложно не просто даже познакомиться с девушкой, а в принципе даже просто познакомиться с каким-то человеком для общения. То есть это уже вызывает какую-то серьезную проблему.
Вот, и я хотела сказать, да, что все-таки не все нужно принимать на веру, и как-то тоже у меня такие зрители мыслящие, я думаю, что вы, наверное, тоже себе задаете вопрос, да, что как-то все, ну, как-то все, если сопоставить все какие-то вот из жизни взять, какие-то сферы, они, если соединить, да, можно понять, что, ну, как-то куда-то это все идет, непонятно куда и что будет дальше. И, конечно, можно сказать, что если это меня не касается, у меня сейчас все хорошо в жизни, то, в принципе, что об этом думать, да, вот этот росток, который он растет, ну, потом когда-то там он даст свои плоды, а там, может, я еще и не доживу до этого. Ну, я, конечно, не провидица, я не знаю, когда это произойдет, но, тем не менее, все ближе и ближе мы к тому, чтобы как-то быть, ну, вот, поодиночке, да, вот, и мне навеяло это видео, да, потому что я вот посмотрела на все эти пары, и, может быть, я уже сама взрослею, я сама по себе могу сказать, что если раньше вот я думала, что все впереди, и вообще молодое такое время, да, я самодостаточна, сейчас буду карьеру строить здесь, то там какие-то придавала какое-то значение там каким-то материальным вещам, то, в принципе, сейчас я себе задаю вопрос, что для меня самое важное в жизни, а самое важное это вот как раз люди, это общение, это чтобы был человек, которого я люблю, чтобы меня любил человек, чтобы были просто рядом близкие люди. Потому что никакие не материальные ценности, там, не знаю, вещи, да, машина, ну, путешествуешь ты, ну, какая у тебя там супер, может, недвижимость будет, там, не знаю, хоть особняк себе обстройте, но если вы будете сидеть там один, ну, какое-то время, может быть, радость это принесет, а потом вы просто почувствуете, будете, что называется, волком выть, да, один. Вот, поэтому у меня вот возник такой вопрос, ну неужели вот, ну, наверное, это все больше, все-таки молодые, да, больше пока еще, вот я один на один, потому что общаясь со взрослыми мужчинами, я все больше и больше слышу, что единственное, что нужно, когда, опять же, там, может быть, дети уже выросли, у них своя жизнь, и они, естественно, ну, тоже стремятся как-то уже покинуть родительский дом и создавать свою семью, и, соответственно, взрослый человек, он сталкивается с тем, что он остается один. Он воспитывал, и, по сути, вот как бы время заниматься своей жизнью, а не с кем заниматься своей жизнью. И потом ты, ну, эту ощущаешь ценность именно отношений, когда у тебя долго этого нету, к примеру. Не когда у тебя какой-то там, не знаю, калейдоскоп, да, разных отношений. Одни были, потом другие сразу же. Вот меня всегда удивляли эти люди, которые вот только отношения одни закончились, сразу же вторые начались. То есть я не понимала, как так можно перестроиться, там, и так далее, да, а именно я говорю про то, когда у тебя долго не было какой-то, не знаю, радости или счастья, или вот как раз этих отношений, то есть когда что-то очень тяжело достается, или ты когда очень сильно этого ждешь, долго, тогда ты эту ценность ощущаешь и понимаешь, что ну, это важно очень. Вот, поэтому, конечно, все больше, как женщины шутят, что мужчины только с возрастом, да, больше понимают, насколько им нужны отношения, чтобы стакан подать, когда ты будешь там плохо себя чувствовать, да, со здоровьем будет плохо. Ну, в принципе, сейчас можно, и не имея большого заработка, курьера заказать, чтобы он тебе привез и стакан, и бутылочку воды, поэтому в этом тоже нету никакой проблемы, в том-то и проблема, что столько всего сейчас есть вроде как для нашего удобства,
а как-то все больше и больше люди отдаляются просто от обычного счастья, вот от того, чтобы просто быть счастливым. И как раз я задаю себе вопрос, а нужно ли столько, сколько сейчас создается, просто для того, чтобы быть счастливым? Мне кажется, нет. Наоборот, это все куда-то уводит, ну, наоборот, в какое-то непонимание, как быть счастливым. И если посмотреть, сколько просмотров вот роликов именно о счастье, о том, чтобы как-то изменить свою жизнь, это миллионы просмотров просто. Поэтому люди не понимают этого. Вот, и некоторые, конечно, чтобы вот это вот заглушить одиночество, там заводят домашних животных, чтобы просто вот рядом был какой-то живой человек, но, конечно, живое существо, да, но, конечно, при всей моей любви к животным, все равно животное не может изменить, когда просто вот есть рядом, к примеру, любящая женщина, которая вот, ну, со всеми вытекающими, да, чувствами, то, что просто ты можешь чувствовать от другого человека, это не купишь за деньги. Все можно купить, а вот это вот ты не купишь. Поэтому не стоит вот так вот все на веру, вот это вот сейчас очень модно говорить, что женщина не нужна, и все как один. Вот я по комментариям смотрю, пишут постоянно, да мне женщина не нужна и так далее и тому подобное. И самые, конечно, внушаемые, вот все какие-то, то, что новое внедряется, да, там, опять же, с этим родом, средний и не средний, да, ребенок уже должен выбирать, кто он, мальчик, не девочка. И, естественно, все это, вот если посмотреть, кто на это первый ведется, а ведется это молодежь, потому что молодежь самая внушаемая, там, до 30 лет даже, да, потому что, ну, после 30-35 уже голова встает на место, и ты уже как бы понимаешь, ага, нет, мне это не нужно, я разберусь сам, что мне делать в своей жизни, да, до этого возраста еще на тебя как-то могут повлиять. И я вот смотрю на эти интервью и думаю, ну неужели нельзя было просто как-то не спешить, и ну, как-то больше узнать про это. В общем, это тоже страшные истории. И вот как раз-таки все вот это вот, если скомпоновать, все, что происходит в мире, можно понять, что просто людей изолируют друг от друга. И будущее, конечно, если мы, все должно же быть в равной степени, не просто мужчина, очень просто сказать сейчас, что ага, ну женщины такие, я ничего делать не буду, все, и я не должен никакой ответственности не брать, ничего, да. Очень классно, кстати, очень удобная тема такая, под шумок вообще всю себя снять ответственность, да, ну то есть здесь должно быть в равной степени. Если мужчина перестанет вообще подходить к женщине, и женщина перестанет это делать, потому что сейчас мужчины ждут, да, когда женщина подойдет. Вы представляете, то есть люди вообще в принципе не будут уже вступать ни в какие отношения, и будет просто впереди нас ждет просто печалька, и все будут поодиночке. Вот, поэтому мой такой посыл в этом видео, что не принимайте все на веру. Кто-то сказал, вот общее такое течение, да, вот сейчас нужно так, чтобы люди делали, и вот все как под копирку перестраиваются, вроде как кажется, что это твое решение, а если поглубже разобраться, то, возможно-то и нет, потому что, ну, я уже неоднократно говорила, ну, мы так природа устроена, что мужчина и женщина, вот мы притягиваемся друг к другу, и поэтому я, конечно, понимаю, сейчас сложно найти своего человека, это действительно так, но тем не менее, ну, нужно как-то это менять, и мы можем это изменить, все в наших руках, и я за то, чтобы все равно отношения создавались, и просто нужно работать над собой, тогда будут встречаться достойные тебе люди. У меня мысли навеяли после отдыха, когда
когда я насмотрелась на разные семьи. Может, я, конечно, уже действительно с возрастом как-то я меняюсь сама, потому что я сама такая раньше была, да, и я одна, мне хорошо, и будет кто-то, и хорошо, не будет никого, тоже хорошо. А сейчас вот видите, как меняется, потому что с возрастом действительно ты понимаешь, просто надо себе задавать, в чем смысл жизни, для чего, да, ну, для чего как бы мы живем. И опять же, даже если подумать о том, о чем вы будете вспоминать, к примеру, если, к примеру, представьте, какой-нибудь вы будете уже старенький очень. Ну, что обычно вспоминается уже в зрелом возрасте? Ну, наверное, не какие-то машины, наверное, не то, что вы там заработали, или какой карьеры, может быть, достигли, да. Я думаю, что самое главное, что вспоминается, это любовь в жизни, такая настоящая, искренняя, близкие люди, и я думаю, что вот именно человек, да, какой-то человек, какие-то люди, вот, поэтому, в общем, вот так вот. Все, спасибо вам большое за просмотр, я желаю вам хороших выходных, и увидимся уже в следующем видео. До новых встреч, пока!